Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Август 2024 года. События на пороге. Второй расклад. События с начала месяца и три главных события. В нашем раскладе участвуют две колоды. И первая колода – это Таро патронажа ангелов, а вторая – 78 дверей. Обе колоды подаются с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте будем добрее к самим себе, к собственной душе, к нашим мечтам, к нашим планам. Возможно, они осуществятся не тем путем, как мы это предполагаем. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, а с какими-то нюансами. Кому будет интересно, я приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео, а также есть уже публикация вкладки «Сообщество», где вы можете перейти события до конца 2024 года на мой сайт и прочитать статью с планетарным гороскопом для всех знаков зодиака, а также по асценденту посмотреть. И если мы говорим, что же для вас август? Королева Земли нам выпадает. Это та, которая надежная, которой можно доверять, та, которая, может быть, вам помогает. Но не обязательно это может быть женщина. Это просто энергетика любящего где-то человека, заботливого человека, который вам приходит на помощь. Ну, где-то и добрым советом, но и деньгами тоже. Ну, выскочила карта. Есть у вас, видимо, тема, мои дорогие, с учетом того, что все же не ваша энергия, не водная стихия. Или сам по себе период нам, как совет дает карта. Доверяй только тому, что надежно, а не то, что где-то в облаках. Лучше, наверное, синица в руках, чем журавль в небе. Может быть, нам и об этом такую подсказочку дают карты. Но мы идем вперед. И первый вопрос, первая карта. Что придет в августе для вас? Какие вопросы вы будете решать? А что уйдет? Возможно, какой-то вопрос вы решите окончательно. И последний аккорд завершающий поставите, сыграете. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? Вот такую карту достанем. На что соглашаться? И чего опасаться? Три главных события. На колоде 78 дверей. И принципиальное значение двери имеют. Открыты, закрыты. Каков ключ, который мы должны подобрать? Как договориться? Три главных события. Первое событие. Второе событие. Чего это может касаться? Третье событие. Что же придет? Вот какая-то реальность придет по поводу, может быть, прошлых сомнений. Или по поводу того, что был какой-то план, но не сработал, не срослось, не осуществилось. Есть какое-то сожаление. Но это мелкая карта. Вас может, как высшие силы могут направлять через какой-то путь проб и ошибок. Или когда, ну, может быть, вы что-то и делали, прикладывали усилия, а тоже это не получилось. Вам действительно высшие силы могут указывать направление, и если что-то у вас, как я сказала, не срослось, или пусть это как будут отношения, пусть это будет касаться учебы, работы, бизнеса, творчества, как будто у вас другой путь. Ангел у нас изображен, он как будто стоит за спиной у девушки, и главная задача – открыть глаза. Потому что два полных кубка, еще вот пакет молока, а девушка горюет по 3 разлитым, но самое главное посыл – она не видит реальности. Она не чувствует ее. Вот какое-то разочарование нахлынуло, и она не может и выйти из какого-то такого психологически сложного положения, хотя на самом деле причина... Да нет этой причины, мелкая карта. Это карта апатии, хандры. Что придет? Может быть, и какой-то вопрос вы не решили, или куда-то вы стремились попасть. Думали, что какой-то вопрос как уже решен, и он у вас в кармане. А вот тут нам говорят нет. И опять же патронаж ангелов. Это происходит не случайно. Первая карта, что придет. Вот именно через какой-то метод проб и ошибок вы выбираете правильное направление. А что уйдет?
Пафос какой-то уйдет. Желание пустить, может быть, пыль, да, в глаза. Или как создать о себе впечатление. В этой колоде карт как бы сияние, есть такое значение. То есть сиять и затмевать. Вот это уходит. Радость, тем не менее, какая-то. Правда, приходит на смену реализм. По этой карте компетентность тоже проходит и рациональный ум. Но, видимо, вы признаете, что да, в каком-то вопросе либо я к нему не готов или не готова, или я недостаточно компетентен. У кого-то это может быть действительно по работе. Может быть, вы только устроились на работу или собираетесь, или недавно, какое-то время вы проработали и понимаете, что да нет, это не мое место. И вы возлагали какие-то надежды, все же это может такое проиграться. Возлагали надежды, что как раз здесь у меня будет какой-то рост. А этого не случилось. У кого-то это может быть по отношениям, мои дорогие. Именно какая-то своя сфера жизни. У каждого проиграется. И если в отношениях, то тоже мы не можем до бесконечности заблуждаться, мои дорогие. Может быть, отношения строились вот на как раз на каком-то внешнем фетише, а внутри это ничего не связывало. И вот эта реальность, она вас где-то настигает в августе, и вам приходится делать правильные выводы, что будет продолжаться. И тем не менее у вас сильная позиция. Вот все то, что я говорила. Вот есть какая-то реальность. И пусть не в этой колоде, в колоде герметического Таро, девятка жезлов или девятка огня – это карта великой мощи. Но это внутренние силы, которые мы не расходуем куда попало. На пустых людей, на ненужные связи, на ненужные отношения, на включение в какие-то задачи, работу, вопросы, которые для нас не служат прогрессом расы, которые не приносят какого-то морального удовлетворения. Мы только занимаемся тем, что для нас, как и мы видим в этом перспективу, мы понимаем, что я вижу плоды труда своего, когда мы уверены сами в себе, когда есть какие-то реальные возможности осуществить какой-то вопрос, реализация, по сути дела, собственных проектов через какой-то период подготовки. Вот, может быть, и у вас какая-то подготовка будет. По девятке жезлов мы оцениваем правильно ситуацию вокруг нас. Мы собираем, может быть, конкретно вы будете собирать информацию. Предположим, вы куда-то собираетесь переезжать. Или вы куда-то, наметили к себе какое-то дело, и вам нужно разобраться, насколько это жизнеспособно. А не будет ли снова какого-то закрытого пути? Не упрется ли какой-то вопрос, тема, словно в стену? Потому что, как я не могу проиграть, я не могу еще раз ошибиться. Вы просто станете очень большими реалистами в течение августа месяца. Чем не соблазняться? Десятка воды, ведь это карта счастья, карта семьи, карта любви, карта радости. Может быть, какие-то обещания такие, но вот есть какой-то нюанс. Это по части личной жизни у кого-то может быть. Понятно, что если вы человек семейный, или вы проживаете вместе с кем-то, именно проживаете как семья, пара, может быть, у кого-то есть дети, то тогда не соблазняться какими-то сверхпроектами. Все же опускаться на землю и быть реалистом стоит. Может быть, не строить каких-то грандиозных замыслов, мои дорогие. Но для тех, кто один или одна, может быть, и есть какие-то знакомства или одно знакомство. И здесь вы будете тоже реально оценивать. Может быть, человек транслирует одно, но был какой-то пункт, который вас крайне разочаровал. И когда вы перестали доверять тому, что блестит. Не все золото, говорят, правда? Вот какая-то динамика, которая, согласно этой поговорке, намечается, по крайней мере, все карты нам об этом говорят, и вы переключаетесь на свои планы, на свои задачи. На что же соглашаться? Вот, правда, есть какая-то ваша идея, как-то вы правильно можете сориентироваться. Для кого-то минус в личной жизни или в отношениях с человеком будет означать, что вы все свои усилия кинете на свой проект, на свою работу, на свою учебу, на дополнительный заработок, на, может быть, изучение новых возможностей заработка,
в тему как раз девятки жезлов или девятки огня, четверка огня. Это перспектива, это праздник после победы и сам по себе праздник. И какие-то важные соглашения. Кто-то за август успеет быстро принять решение и поменять работу. Кто-то пойдет учиться. Кто-то начнет из вас новые источники дохода действительно искать. Или может из вас, допустим, та история, которая у вас была со знаком минус, предыдущая, если в личной жизни, то тогда тоже вы, скорее всего, захотите каких-то новых отношений. Для тех, мои дорогие, кто человек семейный, тоже все-таки это праздник после победы. Поэтому, даже если, предположим, какие-то планы ваши не сработают, нам ведь говорят, чем не соблазняться, тут вот могут быть соблазны для семьи. Но, видимо, может быть, именно вы, мои дорогие рыбы и рыбки, будете играть первую скрипку и как-то сумеете сохранить, к примеру, деньги, не купить чего-то лишнего и договориться с домочадцами и организовать какой-то все равно праздник. Ведь по четверке жезлов или огня во всех картах Таро идет уверенность, как якорь, как 4 столпа. Вот надежно что-то на века, на года. И это сильная позиция. Вот на все то, что сильно, надежно, правильно. И люди, кстати, это их тоже касается, кому мы можем доверять. Вокруг вас должна быть очень надежная обстановка. И вы вторично должны пребывать именно в ней. То, что, может быть, и хотелось, может быть, и мечталось, может быть, и обещалось. Вот это вот все, то, что может быть, этому не время в августе. Чего опасаться? Вы знаете, вам придется делать какой-то выбор. Опасаться надо, где-то новых путей. Или поддаться какому-то импульсу, буквально хлопнув дверью, уйти. Поэтому у кого даже по части работы, тут надо делать выбор, если он стоит очень осмысленно, продуманно. Нельзя надеяться на авось. Прекрасная ведь карта, как будто ангел выходит нам навстречу. Но нам ведь может так показаться. Мы можем с чем-то просчитаться. Опасаться, когда вы идете в одиночку, мои дорогие. Я бы сказала еще так. Ведь все карты нам уже говорят о том, что и самая первая королева Земли, которая вам перевернулась, нам говорят о том, что вам просто необходимы те люди, которые вас поддерживают. Во-первых, это для вас где-то больше вдохновения. А во-вторых, это при любом стечении обстоятельств или ситуации, это будет значить, надежные люди, значит, это мое надежное положение. Вот есть прямая взаимосвязь. Давайте мы с вами узнаем, каковы же 3 главных события. Еще раз, нам все равно десятка кубков, она выпадает, понимаете? И на что не соблазняться. Видимо, с одной стороны, вот, как я сказала, параллель какой-то провести. Может быть, это по части покупок. А может быть, для кого-то из вас выбор партнеров. И тогда я могу предположить, от каких-то отношений вы можете отказаться в пользу других. Или не всегда про личную жизнь нам говорят карты, а могут как раз свидетельствовать о том, что ведь это карта благополучия. Это карта еще и финансов, финансового благополучия. И когда у нас все под контролем. И тем не менее в этой колоде карт врата открыты, нет закрытых дверей. И вы выходите как будто в паре. Это может быть прообраз любимого человека, но это может быть также где-то и те люди, которые надежны, опять же, то, о чем я говорила. По десятке кубков это не большой социум, это узкий круг людей. Я уже об этом сказала. И поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, какое-то очень важное событие, когда вы получаете, что да, у меня получилось. Одно пусть не получилось. Я сказала, что как вас как судьба уводит с неправильного пути. Но зато что-то другое у вас получается. И это как сам по себе праздник, это как новые перспективы, это чувство уверенности, надежности, отчасти где-то в последующем из заработков или конкретно получения денег, или согласование каких-то вопросов очень важных по части вашего благополучия, проживания, по части вашего дома. Может быть, где-то и отношений. Короче, по десятке кубков мы остаемся довольны. По сути, это радость и счастье карта. Вот есть и главные события. То есть очень какое-то
Знаменательное событие, которое такое жизнеутверждающее, которое лично для вас важно. Чем дело кончится? Тут по 9 жезлов еще раз нам выпадает эта карта и говорит, дело тут не заканчивается. Ты укрепляешь собственные позиции, как вот этот человек. Посмотрите, дверей нет в доме, он только ее сделал, приготовил, сейчас поставит и укрепляет как раз, делает жилье более надежным. Вот вы ваши позиции будете делать более надежными, когда вам самим не захочется себе навредить. И повторюсь, мы откликаемся в 2 случаях, чтобы не упустить то, что может быть продолжено, и то, что служит прогрессом. И не ввязаться в то, что кому-то интересно. Или не пропустить, если есть какая-то опасность. Вот по этой карте тоже не случайно укрепляет человек, двери ставит, какую-то цитадель своеобразную возводит, как мой дом, моя крепость. Это то место вашего комфорта, уюта. Я могу предположить, что вопросы дома и вашего жилья могут быть активными к решениям вашим или каким-то выводом, что-то вы будете менять, кто-то переезжать, а кто-то, может быть, и поближе кто-то или подальше, может быть, другая страна. А для кого-то ремонт дома такое тоже вполне вероятно. Чем же сердце успокоится? Карта Император. Вы согласуете все, что нужно. Я имею в виду подписанные документы. Или получите какие-то документы. Может быть, это те согласования, которые по закону вы должны сделать. У кого-то произойдет, может быть, и смена статуса. Кто-то из вас, отказавшись от чего-то одного, тут действительно может открыться совершенно какая-то новая история. И вы себя поблагодарите, что где-то не смолодушничали, а у вас хватило сил вот что-то переиграть, поменять. Для кого-то из вас это может быть встреча с человеком очень важным, состоятельным где-то и тем, который не боится брать на себя ответственность. Но, а для кого-то все-таки император у нас олицетворяет власть. Что-то вы будете именно оформлять, может быть, через структуры. И карта нам говорит, сердце у тебя успокоится, когда у тебя будут все в порядке документы, когда ты не будешь действовать в противовес закону, когда ты будешь уважать власть, тогда власть будет уважать тебя. Так, когда ты не будешь быть слишком самонадеянным или доказывать сильным мира всего, что правда за тобой, но где-то будешь лояльней, потому что какие-то вопросы вам все-таки придется решать. И если мы говорим второе событие, здесь может пройти банально 7 пентаклей. Девушка сама открывает дверь и отправляет почтового голубя. Какая-то переписка, поиск информации. Вы пишете, ждете ответов, может быть, официальные, подготовка документов или какой-то еще период ожидания в решении того или иного вопроса. Может быть, где-то будете согласовывать финансовые свои дела, пытаясь решить какую-то тему закрыть или для себя что-то просчитать. Чем дело кончится? Но вам никто ничто не мешает по этой карте. Единственное, что быстро не решается 7 пентаклей, через какую-то паузу может быть. Чем дело кончится? Вот пауза, да? Как в момент паузы не превратиться в того ждуна, который ничего не делает, посмотрите. Где-то это карта апатии, когда ничего не хочется. Человек сидит в мрачной своей какой-то темной комнате, и на коленях у него пачка чипсов, початая уже бутылочка, какая-то тарелка, грязная миска. И он смотрит, он видит жизненные реалии только через телевизор. Вот вы знаете, здесь нужно быть вам реалистом, по крайней мере, для кого-то из вас есть риск, чем дело кончится, когда вы не будете предпринимать никаких действий. Или какая-то пауза, заминка вызовет у вас вот такую апатию. Я понимаю, это не для всех. Ведь посмотрите, в принципе, ведь у вас хороший расклад. Но кто-то может спустить на тормоза и сказать, что «ай, ничего я делать не буду». И тогда есть риск вот так застрять в таком не очень веселом ожидании. Чем сердце успокоится? Правда, ждать придется. И выбор делать придется. И я не могу сказать, что этот выбор простой. Сложный в первую очередь за счет того, что согласовать что-то нужно. Может быть, через документы. Где-то
и подождать, пока, может быть, вернется какой-то документ или ваш запрос отправленный вернется тоже уже каким-то ответом. И, может быть, где-то нервы не выдерживают, когда вот 4 кубков наступает апатия. С другой стороны, чем сердце успокоится, оно не успокоится. 7 кубков – это карта выбора, опять же. Причем выбор, когда может казаться, да все что угодно. Но не устраивайте себе глубокую философию. В этой колоде карт, посмотрите, девушке снится и все подряд. И хорошее, и плохое. И драконы, и привидения ей снятся, и какие-то богатства, сокровища, и символ чистоты она сама в белом платье. То есть тут могут быть настолько путанные какие-то мысли, а вам нужно оттолкнуться от реальности. Вот, да, вот, наверное, в этом будет основная, как, ну, преграда, может быть, в августе месяце, которую вы должны достойно пройти. Какое же третье событие карты императрицы? У вас, вы понимаете, более чем будут ресурсы свою жизнь кардинально изменить. Я имею в виду качество жизни. Карта императрицы – это символ нового «я». Вам кто-то может прийти на помощь. Вам будут давать, может быть, тот человек, которому вы доверяете, будет давать отдельные советы. Прислушайтесь к ним. И не обязательно, что императрица – это будет женщина. Может быть и женщина, но это может быть и мужчина в таких очень добролояльных энергиях по отношению к вам. Вот кто вам помогал? Кто люди надежные в вашем ближайшем круге? Вот им нужно, ну, где-то с ними больше контактировать. А еще с теми людьми, которые вас, ну, способствуют вдохновению, легкости на подъем. Когда хочется творить, хочется с оптимизмом смотреть в завтрашний день. И не общайтесь с теми, которые вас вынуждают, вот как по 4 кубков, в каком-то замкнутом пространстве находиться. По карте императрицы как карта благополучия, когда сбываются наши мечты. Это еще нам может говорить, к примеру, мои дорогие девочки, для кого-то это может быть «я жду ребенка», и вы будете заниматься своим здоровьем, самой собой. Ну, может быть, и домом где-то тоже все вместе. Личная жизнь тогда у вас тут будет на первом месте стоять. Вы будете организовывать свою жизнь. Ну и все остальные представители знака зодиака Рыбы тоже как будто главное событие, вам придется организовывать свою жизнь. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Выбор. Снова выбор. У вас может быть и не один выбор в течение августа. Вы много мыслей тут передумаете, какие-то прогоните, какие-то так рационально поймете, что нет, тут нет продолжения. Вам не захочется заблуждаться, вам самим захочется быть более чем реальными. Может быть, и есть какие-то предложения. Нет, кстати, закрытых дверей. Здесь вы сами открываете двери. Посмотрите, нет преград вообще. Но какие-то важные выводы нужно сделать. И здесь тоже выбора карта. И в этой колоде карт вы можете быть, кстати, любым из этих 3 персонажей. Молодой человек и девушка шли, гуляли, по-видимому. И вдруг встретили цыганку. И вот цыганка уже что-то рассказывает молодому человеку. И видно, что... И она его увлекла. Он уже забыл про свою спутницу, а спутница тоже отступила полшага назад, обратите внимание. И спокойно наблюдает. Она делает выводы. Вы можете быть этой спутницей. Вы можете быть где-то замечтавшимся молодым человеком. Но вы можете быть в образе так иносказательной той цыганки, которая где-то и вашем, и нашем имеет свою какую-то стезю или какое-то свое намерение. И вот какой выбор, какой образ вы изберете, чего, смотря у кого касается дела, вопросы в течение этого месяца, а может быть, вам придется где-то периодически менять как будто маски, потому что какая-то история, пока вы с чем-то определитесь. Но выбор делать, чем дело кончится, вашим выбором. Иначе есть риск либо что-то упустить, либо застрять опять же. Вот, как по 4 кубков. Чем сердце успокоится? В этой колоде карта маяка, да, или 3 жезлов. Во всех колодах это карта уверенности, это карта
успешности. Нам говорят, сердце успокаивается тем, что какой-то прошлый период вашей жизни, он закончился. И теперь вы на подъеме совершенно новых возможностей. По этой карте мы можем что-то изучать. Буквально, может быть, вы поступаете куда-то и учиться намереваетесь. Мы можем дальше стратегию по работе продумывать, но пока нет еще движений. Вот, видимо, может быть, сентябрь, октябрь, сам по себе выбор, или для тех, кто действительно недавно поменял работу. Здесь сама как перспектива может быть. Но выбор вы еще где-то в течение, тут по-разному, в течение августа делаете. Или это могут быть изменения в той организации, если вы трудитесь. Там могут меняться график работы, меняться руководитель, меняться руководство вашего руководства. И, видимо, вот все равно какие-то эти перемены, они влияют на вас и заставляют, самое главное, организовать жизнь по-новому. Вот вы будете что-то планировать и организовывать себя по-новому с учетом карты императрица. Но вообще, посмотрите, десятка кубков, карта императрицы, возможности такие, какие главные события. В вашу пользу что-то очень хорошо складывается. И праздник после победы. И пусть даже если через какое-то разочарование, мелкая карта, но есть какое-то сожаление. Может быть, это сожаление по прошлому, когда вы какой-то план, отмели, как будто отказались. А здесь вы можете об этом тоже сожалеть. Мы ведь все же все разные. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.